Почему отчитываться? Отчет перед кем? Последствия, к которым привели мои слова, ужасны. Что я могу нового создать? Я могу продержаться, я могу что-то передать, но не создать. И это трагедия. Наши ребята – это обман. Что вы делаете? Я увольняюсь. Идеология не равно человеку. А людьми, которые согласны жить с сортирами на улице, легче управлять. Мужику без войны скучно. Это русская духовность для внутреннего пользования. Так получилось, что с самого начала Путин и война – это рифма. Жертвы и палачи перемешались. Мы все сидим за свое, а Вова за общее. И проблема в тебе. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Катя. Мы в Ницце, на кладбище Кокат, которое второе по величине русское кладбище во Франции и в мире. Чем оно примечательно? Тем, что в отличие от, например, кладбища в Ментоне, где тоже очень хорошее, полузаброшенное русское кладбище, здесь не по профессиональному признаку хоронили. Здесь все лежат в один ряд. Социальная справедливость торжествует на этом кладбище. Оно принадлежит приходу, который здесь, в Ницце, долгие десятилетия существует. Почему Ницца стала одним из важных центров русской эмиграции в начале 20 века? Во-первых, посмотрите, здесь какая погода. Герцен считал, что это климатический рай. Ницца. Ницца. Психологический ад, потому что то, что у него тут случилось, и сын погиб, и жена умерла. У вас вон там дальше Грасс, где были Бунин и опять его любовные треугольники и даже четырехугольники. Дальше Антибы, где отдыхали многие русские люди из Парижа, из других европейских стран. А здесь как-то так сложилось, что русская эмиграция здесь была с 19 века. Помимо мигрантов тут были те, кто наезжанты. Чехов написал одно из своих проникновенных писем, как будто был лириком. Царевич тут умер, несостоявшийся великий князь. Много чего было. Ницца русская была, английская стала, датская превратилась. Русская опять начала становиться в нулевые годы. А сейчас много ли тут русских, кто их знает? Это вопрос открытый. Проблемы, которые волновали и которые ссорили между собой, и которые доводили до исступления русскую миграцию начала 20 века, они похожи на те проблемы, которые сейчас будоражат новую русскую миграцию? Про проблемы мы говорим или про столкновения? Ахматова на протяжении всей своей жизни писала в соцсеть как будто эти стихи, посылая проклятие тем, кто уехал. Была гордость, что я осталась, а вы куда свалили. Было бесконечное презрение, которое вылилось, на мой вкус, не самое симпатичное начало реквиема. Все помнят, что реквием против сталинизма. Мать, Христос, сталинизм, Ахматова, Гумилевы, отец и сын. Все понятно. Но эпиграф-то какой? А кто эти самые под чуждым небосводом? Это вот они. Я выдержала, я была тут, а вы там прохлаждались. Вы бросили нас на скормление этим волкам. Может быть, и вы отчасти виноваты в том, что это случилось. Мы-то точно не виноваты. Мы стояли насмерть. Конечно, ей отвечали. Роман Гуль писал довольно такое неприязненно восторженное после выхода реквиема послание, где говорил, конечно, Ахматова великая, реквием прекрасный, сталинизм ужасен, герои героями, но были и другие. И, может быть, в этом было гораздо больше величия, как поэтесса Зинаида Гиппиус разорвала с родиной ради истины. В ответ, разумеется, кто-то начинает напоминать, что Зинаида Гиппиус, так же как Мережковский, поддались обаянию фашизма, отчасти даже гитлеризма. И Филиппов, издатель знаменитый, который Ахматову корил за то, что она ради спасения сына пишет всякие гадости, всякие агитки. А под агитками имеется в виду и мужество нас не оставит. А он все-таки был в Новгороде во время оккупации. И мы начнем сейчас считаться, кто с кем когда был. Конечно, это счеты людей, уязвленных историей.
Не должна была Ахматова испытывать всего, что она унижение постоянного, ежесекундного, которое она испытывала, живя там. И вымещать как где, на ком. Конечно, друг на друге. Но поскольку соцсетей не было, мгновенных реакций не было, это все копилось, и давало разряды великой мощи. Ну, Ахматову я могу сколько угодно иронизировать там над Лотовой женой, да? Но это же великое стихотворение. Это гром и молния. Такая тихая, замкнутая, закрытая, непроявленная молния, непроявленный гром. Просто гордо, смирно, сквозь зубы, с презрением. Это условия выживания. Поэтому и похоже, не похоже. Ссорились мы друг с другом в большей степени. Вот иммиграция выясняла отношения бесконечные. Кто чище, кто грязнее. Все, кто наступал ей на кончик платья, все негодяи. А дальше они ей начинают отвечать. А ты, дорогая моя, кого призывала вернуться в обычную Францию из зоны Петеновской? Ты писала письма и Бунину, говорила ему, что в Париже все уже хорошо, что нормально. А почему ты жила в 6-комнатной квартире? Загляните в Facebook. И вы узнаете эти дискуссии только на более мелком и ежесекундном уровне. Укол, ответ. Защитились щитом, закрылись шпагой. Что общего между «Алисой в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Под сенью девушек в цвету» Марселя Пруста, «Эммой Джейн Остин» и «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фитджеральда. В 2010 году обложки к этим и еще нескольким книгам рисовал никто иной, как дизайнер Кристиан Лакруа. Издательство «La Livre de Poche» предложило именитому французскому кутюрье оформить любые 9 произведений, которые ему нравятся, и выпустило их ограниченным тиражом. За год до всех этих событий, в 2009-м, Лакруа оставил пост генерального директора собственного модного дома и заново посвятил себя дизайну, только теперь уже совсем другим направлением. Помимо книжных обложек, он придумывал сценические костюмы для оперы и балета, разрабатывал дизайны интерьера для дорогих отелей, а совсем недавно и вовсе увлекся гончарным искусством и теперь делает керамику своими руками. Чтобы успешно развиваться в разных областях дизайна, нужен не только природный талант, но и владение основами дизайна. А получить необходимые базовые навыки, портфолио и помощь на старте карьеры можно в крупнейшей онлайн-школе дизайна Contended на курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Графический дизайнер – уникальный специалист. Он может оформлять сайты и соцсети, разрабатывать дизайн логотипов, этикеток и мерча, а также придумывать классный фирменный стиль для брендов. На курсе Contended вы освоите Photoshop, Illustrator и InDesign, разберетесь, как делать дизайн упаковки или сайтов, а также освоите motion дизайн в 3D. Главное отличие Contended от других школ – это постоянная практика. За 20 месяцев обучения студенты создают 18 работ для своего портфолио, а также постоянно участвуют в конкурсах и находят единомышленников для запуска креативных проектов. Также в процессе учебы предусмотрена полноценная стажировка в креативном агентстве Red Cats, чтобы выйти после курса уже готовым специалистом с опытом. Еще одна важная особенность обучения в Contended. С вами на связи в чатах будут участники комьюнити, менторы и координаторы, которые ответят на все вопросы и дадут фидбэк по проектам. У Contended есть несколько тарифов обучения, которые отличаются уровнем поддержки, так что вы можете заниматься самостоятельно, а можете выбрать тариф с индивидуальными консультациями от опытных дизайнеров. По промокоду Гордеева45 на любой тариф действует скидка 45%. Кроме того, вы получите подарок – еще один курс «Английский для дизайнеров». Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и записываемся на курс Contended «Графический дизайнер с нуля до про». Мы находимся в Ницце, потому что вы здесь живете. Это сейчас важный вопрос, потому что уже непонятно, кто где живет. Нет, я здесь бываю 2 раза в год. Я отсюда уехал 26 февраля 2022 года. Почему вы уехали? Во-первых, дома были дети. Во-вторых, если уж ты часть той страны, которую ты так или иначе со своего маленького уголка настроил, то не тебе первому бежать, а последнему.
Я не исключаю вообще никаких возможностей. Жизнь устроена так, что ты можешь принять решение какое угодно, завтра ты его пересмотришь, просто потому что обстоятельства изменились. Но если будут обстоятельства складываться так, что мне не будет грозить лишение свободы, то я постараюсь остаться. А если придется уезжать, то постараюсь так, чтобы приезжать и уезжать. Но что будет через год, через 2, через 3, мы не знаем. Поэтому я туда поехал. Дети, первое. И второе, как пафосно звучит, но моя аудитория там. Имеется в виду читатели ваших книжек, зрители ваших программ? Программы уже кончились к этому времени, слава богу. Зрители фильмов живут по обе стороны границы. А что касается слушателей, перед которыми я выступаю, в основном аудитория там. И это, понятно, интеллигенция, так называемая в социологии интеллигенция второй руки. Да? Это учителя, библиотекари, музейные. Те, кому сейчас тяжелее всего, просто потому что жизнь профессиональная во многом обессмыслилась. Международных проектов больше не будет. Локализация, маргинализация хороша, наверное, в литературе, но совершенно ужасно в общественном поле. Как бы я себя вел, будь я библиотекарем, которому приказывают книги иностранных агентов засунуть в отдельную комнату и выдавать лишь по запросу, я не знаю. Я знаю, как учителю выкручиваться. Мои знакомые учителя, опишем 3 в уме, старый способ. Поговорим о главном. А что у нас главное? Например, наши песни, наше главное достояние. Или наши родители, наша взаимопомощь, солидарность. Выкрутиться можно. А как выкрутиться, если тебе присылают циркуляр? Вот эти книжки убрать на полке, я не знаю. И у меня нет ответа на вопрос, как правильно. У меня есть ответ на вопрос, как в разговоре помочь другим. Помочь может только тот, кто вроде бы сам справился. Нет, я сам не справился. Я не знаю, у меня внутренний раздрай. Но я сам лечусь, когда выступаю. Я чувствую этот взаимообмен энергетический. Пока дает возможность, может быть, завтра все это закончится, я не знаю. Кроме того, вот когда я иногда читаю у своих друзей, политологов особенно, люди, кого жалеть, какие люди, вот это я не перестаю понимать. Люди для меня важнее, чем идеологемы. Человек может быть абсолютно тупым в политическом смысле, и человечным. И это не значит, что я принимаю его политическую позицию. Это не значит, что я оправдываю его действия. Я не оправдываю ни в какой мере. Но по-человечески он может быть другим. Вот идеология не равно человек. Вот там, где человек начинается, там возможна встреча. Там, где начинается идеология, встреча невозможна. Слушайте, какой божественный кофе. Кофе стандартный. Это по-гречески. Вы правильно спрашиваете. Я боялся, что вы спросите про турецкий. В Ереване один раз я попросил кофе по-турецки. До сих пор помню взгляд. Но мне принесли. Ну, вообще, мне кажется, что вот люди, которые живут на рубеже 20 и 21 века, они все время, когда что-то говорят, они нарываются на какие-то фантастические грабли. И там тебя могут поджидать опасности. Ну, когда говорят, что новая этика, да, поменяла правила языковые. А что, раньше не было ограничений толерантных? Вот про кофе. Попробуй в Армении сказать кофе по-турецки, попробуй сказать в Греции кофе по-турецки, попробуй в Турции сказать кофе по-армянски. А в вас какая кровь сильнее? Про отцовскую линию вообще почти ничего не знаю, поскольку мама с отцом не жила. Но они священники были. Это мамина линия. Фамилия моя мамина. Они были священники в Ельце. Много-много-много поколений. И произошла неожиданная встреча спустя годы после маминой смерти. Мне написал ее сводный брат, который считался пропавшим не без вести, потому что без вести – это война, а просто пропавшим из семьи. Куда-то исчез. Оказалось, они просто развелись с моей бабушкой. И у него появилась новая семья. И мамин двоюродный, как это теперь называется? Сводный брат, да? Сводный брат, одно да. Отчество по отцу. Да, сводный брат. Мама была Людмила Тихоновна, это Николай Тихонович. Угу. Он мне прислал кипу фотографий, которых мама, видимо, никогда не видела. За несколько поколений этого рода. Есть там русская ветвь, есть греческая ветвь. По отцу какая из ветвей, мы не знаем до конца. Считалось, что немецкая. Мой сын старший сдал анализы, как ДНК или что это они сдают. Обнаружили еврейство, но юридически это ничего не значит. Я вырос как инородец и русский народец. Вот я думаю, что это правильное определение. Русский народец? Ну да. Опять, мы про империю будем говорить?
Конечно. Куда мы теперь денемся? Имперская культура – единственная культура, которая может принимать... Я сейчас не про империю как государственное единение. Это все в прошлое, но я надеюсь, навсегда. Никаких империй больше не будет. Но культурные были преимущества, потому что она была наднациональна. Кто меня мог принять с моими... А у моих детей еще лучше. Армянская, азербайджанская, еврейская, черногорская, греческая, немножко, видимо, русской. Кто их может, на какой почве им примириться? Только на российской имперской, то есть быть инородцами, русскими инородцами. Мне кажется, это очень хорошая судьба. А вы себя внутренне как атрибутируете? Человек русской культуры. Сейчас, когда мы находимся в Ницце, и когда вы сюда добирались парой самолетов с пересадками, вы, показывая русский паспорт, испытывали некоторые опасения на тему того, какая реакция может последовать? Ну, честно говоря, Франция всегда была гостеприимна, но по существу здесь хорошо относятся. И люди относятся хорошо. И я только что выступал в Аверне, и там был полный зал, и пришли люди с улицы. И даже украинские беженцы пришли. В конце концов, мы пожали друг другу руки, что для меня было, в общем, очень важным событием. В моей памяти осталось, что Ницца – это город для очень богатых русских. Слушайте, во-первых, я здесь бываю довольно часто, бывал. Сейчас стало настолько дорого, что нам, богатым русским, не в карману каждый раз летали. Я, как правило, здесь бываю, когда меня куда-то в Европу приглашают выступать. И я прилетаю, выступаю, покупаю билетик внутренний и заезжаю сюда и уезжаю обратно. Но вообще-то, говорят, довольно дешевый город. Но в сравнении с Парижем, в сравнении даже, наверное, с частью больших итальянских городов, это очень недорого. Цена вопроса определяется ценой поездки на общественном транспорте. 72 минуты стоит сколько, как вы думаете? На любом виде транспорта в одном направлении. Евро 20? Если ты покупаешь 10 билетов, то евро. Можно ли себе представить какой-нибудь другой европейский город, который был бы настолько дешев? Хорошо, а кофе? Я всегда по кофе считаю. Сколько кофе стоит? Рубль 40 до 2. Дороговато. Мы с вами можем сами сварить. Вы один из тех немногих россиян, у которых есть возможность наблюдать ситуацию и изнутри России, и снаружи. Вы видите, насколько деформируется взгляд тех, кто не имеет возможности приезжать в Россию, и насколько деформируется, с другой стороны, состояние, лексикон и взгляд тех, кто находится внутри России? Крайняя деформация для тех, кто остался там, это когда про наших ребят. И действительно, когда у соседа забирают в армию ребеночка, а ребеночек идет воевать. Ну, это наши ребята. Это наши ребята. Наши ребята все-таки немножко по-другому звучит. Наши соотечественники, наши сограждане, наши младшие. Но наши ребята я не скажу. Потому что это другое. Наши ребята, это значит, я принимаю цель, ради которой их забирают и куда-нибудь отправляют. А я эту цель не принимаю. На противоположной стороне это обесчеловечивание. То есть не расчеловечивание, да, не жестокость, а обесчеловечивание, то есть лишение субъектности. По ту сторону живут даже не орки, по ту сторону живут схемы. Мы имеем дело не с живыми судьбами, не с глазами, не с ушами, не с нереализованными страстями, а со схемами. Как только человеки начинают думать схемами, не знаю, наступает ли конец, но точно наступает конец для моего способа общения. Я не могу общаться. Я могу общаться про человека. Я могу согласиться с идеологемой, пожалуйста. Да, это все, что происходит, неприемлемо. Да, это заслуженно. Про то, что вы сами во всем виноваты, я готов услышать. А когда, например, бывший пиарщик Януковича, телевизионный пиарщик. Вы про Киселева? Не хочу называть имен. Говорит мне, что вы... Так вам и надо? Я не готов принять. Вот кому так и надо? Тем, кто Януковича не избирал, не понимаю. Вы из того поколения, ровесники которого погибали в Афганистане. Если я правильно знаю, кто-то из хорошо знакомых вам людей служил в Афганистане и там остался.
не остался, все-таки вернулся из Афганистана мой одноклассник. Но дело в том, что москвичей в Афган отправляли не так охотно. Москвичу еще нужно было напроситься, потому что это давало какие-то потом, видимо, карьерные преимущества. Я не знаю, почему. Но, несомненно, для поколения это была та же война. И тоже ее было запрещено называть войной. Ее надо было называть введение ограниченного контингента советских братская войск. Помощь. Братская помощь – это вы на человеческий язык переводите. А требовалось называть вот этим развернутым, бессмысленным. А потом нельзя было говорить чеченская война, нужно было говорить контртеррористическая операция. Это же не переставало быть войной. Так что это третий провал в судьбе поколения. Один кончился поражением, непризнанным. Что такое уход из Афганистана, как не поражение во всей холодной войне, в ее горячей фазе? Что такое мир хасавюртовский имени генерала Лебедя, как не поражение и капитуляция на очень почетных условиях? Теперь вот третье, не надеюсь, не мировая. Но и во время Афганистана, и во время Чечни про русских солдат, которые там воевали, говорили наши ребята. Про Чечню говорили, про Афганистан не помню. Это другая эпоха, а я вот пытаюсь вспомнить, что же говорили. Да, когда по телевизору начали рассказывать, стали говорить наши ребята. Но в быту я не помню. Бытовой речи, мне кажется... Вот ваш одноклассник в Афганистане, как вы про него думали? Мой соотечественник или наши ребята? Условный Колька. Не будем говорить, как его назвали. Условный Колька. Или условный Генка. Но наши ребята, это тоже, смотрите, наши ребята – это конструкт. Туда отправлялись конкретные люди с конкретными именами. Петр, Василий, Абрам, я не знаю, Фазиль, как угодно. А наши ребята – это конструкт, примеряющий наши героические войска с конкретным мальчиком, отправленным туда, и девочкой, которые тоже там воевали. А вот этот конструкт мне кажется чудовищным, потому что он обманывает меня. Одно дело, я знаю, вот сидит Ваня, Петя, Сидор. И это наши. Не ребята, наши друзья, наши современники, наши товарищи. И есть большая отвлеченная схема про армию. Вот армия победительная или она там не победительная, это ограниченный контингент или неограниченный контингент. А есть эта средняя обманная зона, где уже не личное, еще вроде бы не общее, пожалуйста, пожалуйте в эту серединочку. В серединочку я не хочу. Я не хочу ни в нашу великую победоносную армию, ни в эту серединочку обманную наши ребята. Есть конкретные люди. У них есть родители, у них есть родственники, братья, сестры. Вот и братьев, сестер и родственников жалко. А кто такие наши ребята, я не знаю. Когда мне предлагают говорить «наши ребята», это значит, что на домашнем языке сказать «наша победительная армия». Это псевдоним победительной армии. И обман. Повторюсь, я скорее пойму человека, который скажет «наша великая армия», чем того, который скажет «наши ребята». Потому что наши ребята – это обман. В одном из недавних интервью вы сказали, что вы будете сами с собой внутренне обсуждать и меру своей вины, и меру своей ответственности, но отчитываться перед теми, кто уехал, вы точно не собираетесь. Ну и перед теми, кто остался, тоже не буду. Если мои друзья меня спросят: дорогой, вы зачем ты сделал это, то и то? Я этим друзьям точно так же спокойно или неспокойно, но отвечу. А почему отчитываться? Отчет перед кем? У нас партсобрание, у нас тайные открытые исповедь. В начале сталинских годов тоже был популярен жанр открытой исповеди на партсобрании. Ну да. И в Китае тоталитарные режимы и религиозные институции. В разговорах, касающихся вины, раскаяния и так далее, вам все время предъявляют ваше соучастие в Совете по культуре при президенте. На эту тему вы уже много раз высказывались. Но у меня есть несколько вопросов, касающихся другого периода. В конце 90-х, начале 2000-х годов вы работали в газете «Известия». И там, в газете «Известия», вышло одно из самых важных интервью Олега Добродеева, касающегося процессов, происходящих вокруг НТВ. И в это же время вы писали колонки, касающиеся, собственно, ситуации с НТВ. И в этих колонках вы скорее поддерживали тех, кто пришел вместо прежнего коллектива НТВ на это место, а не журналистов, которые пытались оттуда не уйти. Почему? Ну,
в оправдание скажу одну вещь, потом... Я не хочу вас оправдывать, чтобы вы оправдывали. Вы не хотите оправдывать, правильно, потому что я сам себя не хочу оправдывать. Первое. Мы давали слово. Вот что касается информационной политики, поскольку за эту часть отвечал я могу сказать твердо. В том, что касается голосов, звучали все. У нас было полосное интервью, которое я брал у Евгения Киселева. Были интервью Добродеева. Шендерович со мной, имея на пару, выступал в диалоге по поводу того, что происходит. Так что в этом смысле 6-й протокол был напечатан. Я сам его подписывал в печать. Так что с этой точки зрения предъявить себе упреков не могу. Что касается колонок, был бы умнее, помолчал бы. Но вы тогда так считали? Я тогда так считал. И я не хочу говорить, что я считаю сейчас. Но искусство публичного высказывания заключается не только в том, чтобы сказать, что ты думаешь, но и подумать, к каким последствиям твои слова приведут. Последствия, к которым привели мои слова, ужасны. То, что я думаю по поводу политики руководства НТВ, останется при мне, но не всегда нужно нестись галопом, сверкая очами и размахивая шашкой. Я совершил глупость. Перед коллегами-журналистами виноват. Вы дружили тогда с Добродеевым? Я общался. Что это за человек? Про него когда-то Березовский сказал, да, что человек очень похожий на Пьера Безухова, но с железными с нервами. Вот. Ну, мне кажется, и у Пьера Безухова тоже с нервами все в порядке. Но мне кажется, что это был тогда, когда мы с ним общались, это был очень яркий человек. Я с ним не общался уже довольно давно. Я процитирую просто несколько фраз из этого интервью, не ваших, а Добродеева. «Я всегда придерживался правила: информация не должна быть полинформацией». Это гениальная фраза, и мы знаем, что ее произносит человек, который сейчас возглавляет ВГТРК. Но произносит ее тогда. Он уже возглавляет ВГТРК, но оно еще не стало тем ВГТРК, которое сегодня. Вторая фраза. «То, что я делаю, это мое внутреннее самоощущение, которое совпадает с пожеланиями, поступающими сверху, и с моими собственными позициями». И третья фраза о том, что я пришел на РТР, чтобы работать на свою страну. Скажем, я твердо знаю, что те, кто напечатал тираж тетради для первоклашек с юным Вовой Путиным, враги, и никто не заставит меня освещать эти темы иначе, чем велит совесть. Поменялось что-то с совестью? Или поменялись критерии? Или поменялся человек? Но мы никогда не знаем, в какую сторону поменяются твои собеседники через 20-30 лет. Ты можешь надеяться, что они поменяются в лучшую сторону. Но гарантировать тебе этого не может никто. Это раз. Два. Ну, Олег руководитель. Он не журналист. Не журналист в том смысле, что он не делает материалы. Он руководитель, а руководитель всегда как действует? Ну, вам, условно говоря, нужен искренний материал о том, какой чудовищный президент у Якутии. И потому что перед выборами... Или Муртаза... Ну, президент Якутии, не Николаева возьмем, а Муртазу Рахимова. Можем ли мы сказать добрые слова Муртазе Рахимове? Нет. Есть интересы, в колесо которых попал Муртаза Рахимов, когда были выборы его на пост президента Башкортостана? Конечно, есть. Вот вы руководитель. Вам нужно дать мощный, яркий, искренний материал о том, какой ужасный Муртаза Рахимов. Что вы делаете? Я увольняюсь. Правильно, потому что вы не руководитель. Профессиональный руководитель что делает? Он берет Масюк, которая искренне будет разоблачать Рахимова, и посылает ее. Получает он результат искренний? Получает. Эффектный, эффективный. Это расчет руководителя. Как устроены люди власти, я, слава тебе, Господи, не знаю. Я понимаю примерно, как изменяет себе или, наоборот, выходит из тупика журналист, публицист, писатель. Я понимаю, снимаем крышечку, смотрим там, где какие приводные ремешочки, какие капилляры. А что происходит в голове у руководителя, я себе представить не могу. Я могу сказать про результаты. Результаты ужасные. Но как это происходит, я не знаю. Но вас на культуру звал Добродеев? На культуру меня позвали с культуры, когда там начала заваливаться программа. И ей дали последний шанс попробовать. Ну вот в конце сезона, можете себе представить, в апреле, меня поставили вести программу, которая существует. То есть это понятно, до конца сезона доработаем, а там либо тихонечко умрет, либо... Вот. И меня позвали с канала. Наталья Борисовна Приходько и Екатерина Ираклиевна Андроникова. Разумеется, я у Добродеева спрашивал его отношение, готов ли он поддерживать. Он сказал, да, готов. Но есть старое правило, с начальниками не надо дружить. Вот ты можешь дружить, пока они тебе не начальники.
Поэтому на этом заканчивается дружба, начинается рабочее общение. Оно нечастое было. Ну, если вы про то, был ли я внутри машинки по производству политики ВГТРК, нет, не был. Были ли у меня личные отношения с Добродеевым? Конечно, были, потому что иначе... Ну, поскольку, если мы про империю, то телевидение – это имперская модель. Там либо ты с императором, либо тебя нет. Несу ли я ответственность тем самым за императора? Несу. В какой степени? Не мне решать. Я прекрасно представляю, как устроена телевизионная иерархия, и я понимаю, что, скорее всего, вы не общались каждый день с Добродеевым по поводу того, что он выпускать в программе «Тем временем». Но меня больше интересуют ваши человеческие с ним отношения, и, может быть, какие-то антропологические... Я, повторюсь, я сейчас не видел его много лет, не знаю. Пару раз я разговаривал по телефону последние годы, когда я работал на телевидении, но видел я его, ну, что лет 15 я не видел. Когда мы с ним общались довольно плотно, то есть до начала телевизионной работы, он был очень обаятельным. Бывает такое обаяние крупной личности. Угу. Это не значит хороший, плохой, это значит крупный. Он и крупный, и я маленький, он большой, поэтому все хорошо. Но мне крупные личности нравятся. Другое дело, что надо вовремя, видимо, останавливаться. Но как ты останавливаешься, если ты работаешь, значит, надо уходить. Я не был готов уходить. В 2020 году происходит 3 события. Вы высказываетесь против поправок к Конституции, вы поддерживаете белорусские протесты, заканчивается программа «Тем временем». Это связанные между собой события? Понятия не имею. Ну, правда, мне проще ответить: да, я герой, меня преследуют, меня закрыли. Откуда я знаю? Со мной никто не поговорил. На телефоны мгновенно перестали отвечать. Вывели нас с эфира, когда началась пандемия. Но не вернули. Почему? Кроме того, на самом деле, я благодарен за то, что программу в это время закрыли. Потому что, ну, во-первых, если бы я там остался, мне гораздо тяжелее было бы уходить. Во-вторых, поскольку у всякого человека, который работает на телевидении, есть свои обязательства не только по отношению к начальству и самому себе, но и по отношению к своим сотрудникам. Закрыть – это значит их лишить работы. А тут за меня приняли все неприятные решения, я могу сказать спасибо. Все равно работать там уже было бы невозможно. Но, пользуясь своим знакомством, вы могли бы позвонить Добродееву и спросить, а что случилось? Я Добродееву написал спасибо за долгие годы работы, потому что если бы не его отмашка, меня, конечно, не взяли бы. Но мне кажется, это правильное решение. Надо благодарить тех, кто тебе когда-то помог, прощаясь. Но на этом, собственно говоря, мы и расстались. В кадре, мне кажется, будет как полотно. Вот видите, вы настоящий профессионал, а я это... Я всегда за то, чтобы камера передавала, как человек видит. Я никогда не делаю скидки на то, что есть еще какие-то камеры. Человеческий глаз настолько более совершенен, что ничего не поделаешь. Ну ладно, сейчас такая техника совершенно на все может. Глаз все равно лучше. И сколько вы уже? 2 года без телевизора? 3, наверное. Скучаете? Но я никогда его особенно не любил. Это была работа. Ну, это все-таки наркотик. Я пью водку, не принимаю наркотики. Как вы считаете, сколько еще волн эмиграции в состоянии выдержать Россия? А что вы называете Россией? Страну, в которой я родилась и выросла. Страна, в которой вы родились и выросли, ее больше нет. Есть другая страна, в других объемах, в других границах. Мы про какую Россию? Россию вечности? Про Россию вечности не знаю ничего. Про конкретную страну, которая находится в этих границах, зыбких и меняющихся, еще они будут меняться. Знаю про простую вещь. Она сбросила не шкуру, как змея, потому что шкура нарастет. Она сбросила часть самой себя, когда отправила в эмиграцию людей, не желавших оттуда уезжать. Все, кто хотел уехать по политическим или иным причинам, по моральным причинам, они уехали сразу после 2014 года. В 2014 году уехали те, кто принял решение: вот я с этой страной, вступившие на путь аннексии, агрессии и всего прочего, дела иметь не буду. Те, кто остались, так или иначе, понимая или не понимая ли, приняли эту ситуацию как часть своей судьбы.
Я остаюсь, я несу какую-то часть ответственности вместе с той страной, которой я принадлежу по праву рождения, по праву гражданства. Но дальше было создано условие, чтобы и эти бросились в рассыпную. Те, кто не понял в марте, поняли в сентябре. И это уже переход количества в качество. Потому что, конечно, как человек не юный, я имею право это сказать, да, иначе это был бы эйджизм, но ведь чем старше, тем больше людей будет жить в России. Чем моложе, тем меньше. Я имею в виду среди интеллектуального слоя, среди тех, кто способен что-то делать. А почему так? Ну как? Ну, потому что чем старше люди, тем более адаптивны они, более зависимы они от среды обитания. А молодые им жизнь жить. Легче сорваться, легче бросить все. И в итоге мы имеем... Опять, если про социологию, про цифры, не так много уехало. Присоединили больше, переписали, как крепостных. Статистика скажет, что все хорошо. У вас как было 144 миллиона, так, наверное, 144 и осталось. А кто уехал? Уехали те, кто готов был строить страну. Интеллектуально, политически, экономически, художественно. Те, кто остались, готовы надменнее и проще нас, как у Ахматовой, да, простоять. День простоять, ночь продержаться. Но этого мало. Страна не может развиваться, если она опирается на стариков. Что я могу нового создать? Я могу продержаться, я могу выдержать, я могу отстоять, я могу что-то передать, но не создать. И это трагедия. Первая миграция серьезная потеря, но восполнимая, потому что осталось то поколение, которое частью эмигрировало, частью продолжало жизнь в Советской России. Вторая миграция военная, да, это все-таки миграция менее трагическая, потому что это пленные, это выбор, это бегство. Сложное. Это имеется в виду Вторая мировая война, да? Вторая мировая война. Там сложная ситуация. Мы, конечно, должны отличать Власова от Краснова. Но какая бы разница ни была между Власовым и Красновым, все равно власовцы, оставшиеся здесь, это другой человеческий материал, чем тот, который был во время первой миграции. А третья миграция – это минимальная, частью еврейская, растворившаяся, ну, ощутившая себя еврейской, потому что до этого были ли они евреями по духу, плоти и крови. По плоти и крови точно, а по духу не знаю, но ставшие. Это 70-е, 80-е. Четвертая миграция – это 90-е, но это уже отдельная история, это просто выбор индивидуальный. А это уже пятая, получается, миграция. И миграция опять насильственная, опять массовая, опять молодая. Опять, нет, я боюсь, что воспроизвести будет очень тяжело. Ну вот без вот этих всех людей как-то обошлась наша Россия? Во-первых, плохо обошлась. А чем докажете? Да ничем не буду доказывать. Просто я там жил, я помню. Смотрите, если про книжки лучше понимаю. Да. Хорошие поэты поколения Самойлова, Слуцкого, даже, я бы сказал, Самойлов тянет на Великого, но что-то надломилось. Вот не Пастернак, не Ахматова, не Цветаева. За ними очень хорошие поэты. Но Великий уехал один. И если бы не уехал, кто его знает, стал бы великим. Несомненно, что есть области, где обошлись в инженерной части. Несомненно. Великие инженеры появились. Но что касается художественной интеллигенции, то, разумеется, нет. Но понимаете, что мы все время про интеллигенцию. А вот что с обычными людьми, с простыми, про которых книжки не пишут? У меня есть друг французский, славист, переводчик. И как он учил русский язык в Аверне? Где Аверна, где русский язык во время времен Второй мировой войны? А там был переплетчик, Георгий Георгиевич, по-моему, его звали, который просто зарабатывал тем, что просто переплетал, а заодно желающим давал уроки, давал читать Филипка, переплетал и учил и переплетал. Как он попал на Запад? Он был, кажется, из донских казаков, если я правильно понимаю. Через море перебрался в Константинополь, потом ему страшно повезло, его взяли кочегаром за билет. Он не про книжки, не про интеллект. Он про свою собственную жизнь. Эта жизнь сломана или нет, я не знаю. Я знаю точно, что его не хватало на родине. Потому что вот культура обычных людей, бытовая, культура непьющего населения, людей, которые способны обустроить свой дом. Это же тоже выбывание.
Это выбывание. Мы лучше выбрасывали, а то, что оставалось, распределяли между семьями. Как правило, все-таки бежали те, кто хотел свое хозяйство, про тех, кто не хотел служить парткому, а хотел обустроить свою личную жизнь. Куркули. Ну, они хороши или плохи? Конечно, хороши. Если бы они остались там, что бы с ними случилось? Бывает точка невозврата, когда... Ведь большевизм появился не на пустом месте. И победил, конечно, случайно, а с другой стороны, закономерно. Потому что после войны, когда разрушены все устои, разрушены все привычные скрепы, когда они уничтожены, легче становится озверение, путь озверения. И те, кто остался, те чаще и проще зверели, чем те, кто уехал. Потому что разбытовление происходило, помимо раскультуривания. Мы же с вами знаем, что до сих пор в России 20 миллионов человек живут с сортирами на улице, с выгребными ямами. И это не результат раскола, распада, самоуничтожения? Конечно, да. А людьми, которые согласны жить с сортирами на улице, легче управлять. Почему? Ну, потому что им мало что нужно. Вот вы недовольны всегда. Я недоволен всегда, потому что мы все время хотим жить получше. А человек, который привык жить с сортиром, с выгребным, что война его может напугать. Никогда не жили хорошо, нечего было и начинать. Мужику без войны скучно. Вот потому что такая жизнь, которую они выбрали, это жизнь прозябания. Им ничего не досталось от наших благ, которые мы получили в 90-е годы. А те, кто эмигрировали, те, кто уехал, те, кто сбежал, обустроились, свою маленькую жизнь прожили совершенно иначе. Кто отвечает за то, что никогда элиты не относились к народу как к равному и всегда как будто бы считали, что они знают лучше, чем народ? Вы видели вообще, говоря, в XIX веке тех, кто спрашивал у народа. Народники и начальники все болели одной и той же болезнью и ввинчивали в голову крестьян, что вам нужна община. Это же старая русская традиция. А другие говорили, да нет, мы сейчас старый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Народ на это отвечал тем, что бойкотировал одних, а потом начинал слушать всех сразу. И происходило какое-то смущение полное. То восстание, то революция, то озверение, то гражданская война, то голод. И расслоение... Что вы называете расслоением, Катя? Вот что есть народ, он как будто один человек, такой народ. А есть, значит, разные там элиты, которые... Внутри элит есть разные люди, которые между собой спорят, ссорятся, не согласны, пишут для народа песни, придумывают для народа закон. То есть они как будто бы о нем заботятся, но народ, он всегда как колобок. Народ сказку про колобка не случайно, наверное, придумал. Наверное, он автопортрет какой-то в этом выразил. Если мы про глубинную Россию, про ту Россию, которая за пределами больших городов, то мы ее просто не знаем. Мы знаем кого? Мы знаем своих соседей за 101 километром. Мы знаем большие города, которые очень мало отличаются друг от друга. В этом смысле, что Москва, что Екатеринбург, что Новосибирск. Конечно, у каждого свое лицо, но они, в принципе, очень похожи. А что делают люди за 1001 километром в городке с населением 20 тысяч человек, мы не знаем. Это на самом деле трагедия. Что можно сказать? Можно сказать, ребята, живите как хотите. Мы больше в вашу жизнь не полезем. Может быть, как раз они не сильно пострадают от того, что эти люди уехали, те люди уехали и другие уедут? Если мы рисуем будущее России как продолжение, как проекцию настоящего и прошлого, да, то отряд не заметит потери бойца, Яблочко песню споет до конца. Если мы все-таки допускаем опасную и не очень популярную сегодня мысль, что когда-нибудь у России начнется новая жизнь, то в том или ином виде, попытка построить себя, пересобрать себя заново, то кто будет ее пересобирать? Пересобирать не будет крестьянин Вася. будет... Почему нет? Крестьянин Вася нуждается в том, чтобы ему не мешали жить. Для того, чтобы эта жизнь сложилась, нужно, чтобы кто-нибудь ему все-таки унитазы поставил. Как распоряжаться этими благами цивилизации, люди сами решат. Смотреть ли им телевизор или слушать музыку – это их выбор. Мы за них не решим. Но право доступа к общим благам цивилизации должно быть у каждого. Возможность выбора должна быть. Если по телевизору будет у них только шаман, то и будет только шаман. Если будет шаман и Оксимирон, может быть, будет шаман у 90%, а 10% детей послушают Оксимирона. Надо дать шанс детям. Вы соавтор фильма «Голод».
прокатная судьба которого была очень тяжелой. Да, целые сутки продействовал прокатная индустрия. Да. Тем не менее, в Ютубе сейчас сколько уже просмотров? 1 650 000 примерно. Фильм снимался все-таки в 2021 году, если я правильно понимаю. Он снимался с 21 по середину 22. Вы не остановили съемки? Нет. Когда мы его задумывали благодаря Максиму Курникову, а это все-таки он автор идеи, уже было полезно говорить про международную солидарность поверх идеологических границ. Уже к этому времени раздрай начался такой, что мало никому не могло показаться. Мы, конечно, не предполагали, что мы будем заканчивать его в 22-м, ближе к осени. Но не прогнозировали. Год ушел на сбор средств, еще год на съемки, потом досъемки, монтаж. Но он казался тогда важным, оказался для меня еще более важным, когда он был снят. Он просто наложился на фон истории. Не мы планировали. Очень простой лобовой ход. Вот я снимаю про гражданскую войну, а имею это в виду не гражданскую, конечно же. Нет, мы имели в виду последствия гражданской войны. Мы имели в виду не голод, который может в 22 или 23 году случиться, а конкретный голод 1921-1923. Мне нравится, что мы все время с вами сейчас должны уточнять столетие. Да, потому что параллели идут лобовые. И это уже тогда было важно сказать, что международная солидарность поверх границ. Ведь, опять же, американцы помогали, не признавая Советский Союз. Они не шли на политические уловки, они не говорили, что большевики нормальные, они сказали, большевики ужасные, но страдают люди, и мы выставляем политические условия, если они будут выполнены, мы готовы помогать. Минуточку, в фильме вообще сказано довольно прямо, что если бы не американцы и Нансен, которые пришли на помощь в 2021 году, то несколько миллионов, по меньшей мере... Петерим Сорокин считал, что 10 миллионов. Предполагалось 25 миллионов. Погибло 5. Значит, 20... Мы точно знаем, что американцы кормили 10,5 миллионов. Нансен чуть меньше. 13% от помощи американцев была нансеновская. Но Нансен аккумулировал целые пласты зарубежной помощи от левых до правых. Что очень важно для меня, помогали и левые рабочие организации, и правые. Мы не успели, в фильме всего не скажешь, то Папа Римский помогал. Большевистской, атеистической стране, где церковь была в загоне, и власть использовала голод для того, чтобы разгромить православную церковь, папа, тем не менее, помогал. А Ватикан тогдашний был не нынешним Ватиканом. Это не Ватикан богатства, это Ватикан нищеты. Потому что, когда умер вот этот папа, помогавший, в 22 году как раз, только прошлого века, 20-го, пришлось собирать деньги на его похороны, чтобы они соответствовали его статусу. То есть это была не помощь от богатства, а помощь от сердца. Вы считаете, что голод 21-22 года – это следствие прихода большевиков к власти или это чисто природные катаклизмы? И это природные катаклизмы, которые были в разы усилены войной, Первой мировой, ее последствием войной гражданской и неудачами катастрофическими военного коммунизма и дошедшей до края продразверсткой. Когда-нибудь столько людей умирало от голода? Нет, конечно. Вообще была диссертация Никиты Павловича Соколова о том, что такое голод в XIX веке. И русский голод XIX века – это когда крестьянин продавал средства производства. То есть лошадь, саху или барану, или что у него там было, оставался без фуражного зерна. И вот это натуральный голод. Умирали ли от голода? Наверное, доходило где-нибудь до отдельных смертей, не зафиксированных или зафиксированных как случайности. Но чтобы системно – нет. Людоедства не было. Все хотят одного ответа, что сказать, да, это большевики, только большевики. Да, это большевики, но не только большевики. Или наоборот, коммунисты хотят, чтобы сказать, это было всегда, да, это было всегда. Но если бы не военный коммунизм, это всегда не было бы таким чудовищным, как в этот раз. Или все хотят сказать, продразверстку придумали коммунисты. Нет, они не придумали, они просто довели ее до совершенства. Придумали ее в 16 году при государе-императоре. Временное правительство рассматривало продразверстку как метод. Все хотят простого ответа, но простой ответ один. Есть человек. Если он попадает в центр истории, если все смотрят на человека как на цель своих действий, что-то может получиться. Это всегда короткий срок. Это не может быть развернуто в пространстве времени, но это дает свои плоды. Просто когда мы думаем над следующими голодами, над голодом казахским 30-го, 31-го, 32-го годов и украинским 32-го, 33-го, когда Сталин уже никого никуда не пустил. Никаких иностранцев, никакой помощи, и даже информационно это было заблокировано. Там последствия были, конечно, более катастрофичными. Если мы берем не общие цифры, там 10, 15, 25 миллионов, а берем цифры в процентах измеряем. В процентах там, наверное, было страшнее.
Ну и там уже точно, можно сказать, советская власть виновата. Виновата она одна, потому что кроме нее никого не было. А казахский голод, для понимания, что такое, это 40% исчезнувших. Мы не знаем, какая часть из этих 40 погибших. Наверное, большая часть. Какая часть ушедших в Монголию, в Китай, в Калмыкию. Но представьте себе, вот мы с вами сидим, нас двое, да? И вдруг в одну секунду меня, например, нет, а вы остаетесь одна. Это примерно вот так произошло в Казахстане в 30-м, 31-м, 32-м. Половина исчезла. И нету. Американцы ушли, потому что они увидели, что в Советском Союзе с одной стороны умирают люди от голода, а с другой стороны на экспорт идет зерно? Или они ушли по каким-то другим своим причинам? Ну, американцы-то и не собирались оставаться дольше. Во-первых, это безумно дорого. Это все-таки это не Конгресс дал денег, но не только Конгресс, Рокфеллеры дали, было несколько программ, но это очень дорого. Во-вторых, когда голод закончился, что значит закончился? Голодные дни и голод – это разные вещи. Голодные дни – это я не поел. Не поел день, не поел два, но что-то такое перекусил, а потом опять не поел, потом еще день-два не поел. И как-то дополз до следующего года, когда урожай, я выжил, отъелся, стал опять обильным телом. И это одна история. А другая история, когда тебе вообще нечего есть, и когда ты выползаешь на травку, и эту травку жрешь, и от этого погибаешь. Просто потому, что трава тебе разрывает твои внутренности. Американцы собираются уйти в 22-м, но их попросили остаться. И они остались, потому что еще голод не закончился. Но в 23-м они собирались уйти и так. Нансен у нас собирался остаться, чтобы научить крестьян новому сельскому хозяйству, фермерскому пути, и обеспечить эти коммуны не колхозным инвентарем, а правилами ведения хозяйства по-современному. Но ему не дали. Он собирался до 26-27 годов как минимум оставаться. Сказали спасибо, до свидания. И миссия была закрыта Сталиным. Уже Ленин к этому времени, давший согласие, сначала сошел с ума, а потом почил в Бозе. Я уж не знаю, в чем он там почил. И катастрофа пришла. Ну, а как мог Сталин, вообще говоря, взаимодействовать с миром? Он не для того вообще на этот свет родился, чтобы с ним взаимодействовать. Он мог вместе с миром воевать, когда нужно, договариваться о войне совместной. Да, это он умел. Но чтобы сельское хозяйство вести вместе, чтобы людям было хорошо, чтобы люди не умирали с голоду, нет. Но это же максимально циничное решение по отношению к гражданам собственной страны, когда, с одной стороны, они умирают, ну, твои граждане, дети твои, а с другой стороны, ты это зерно продаешь, чтобы что? Чтобы индустриализировать страну? Американцы, кстати говоря, более прагматично смотрели на этот вопрос, часть из них. Гувер был в ярости, топал ногами, а главы миссий и исполнительный директорат, так, пытаясь найти аналог на современном языке, ну, скажем, исполнительные директора, исполнительные продюсеры, понимали, что действительно Советскому Союзу нужны средства для того, чтобы закупать станки, производить индустриализацию, на что остальное продовольствие покупать. И в историографии есть такой сюжет, когда два корабля, один подходит в порт, другой из порта выходит, один американский с очередной порцией кукурузы, а другой советский с очередной порцией зерна. Ну, политика вообще делает циничной. В данном случае я бы хотел сказать, что лучше обращать внимание на хорошее. А хорошее заключается в том, что на короткий срок, да, случайно, да, ненадолго, но все мировые державы поступили с принципами. Вот надо поступаться принципами ради человека, потому что принцип – это человек. Смотрите, мы живем сейчас в конструкции такой, что весь западный мир против нас, и нам все время рассказывают, что он не сейчас стал против нас, а всегда был против нас, просто мы этого не замечали. Во-первых, в истории не действуют никакие вечные правила. Поэтому, когда нам говорят, что существуют какие-то наднациональные, надисторические, масонские или иные прочие институции, которые на протяжении всех веков, или англичане всегда были нашими врагами. Значит, вот забудьте, сразу не слушайте, потому что ничего нет, что было бы навсегда. Долгие периоды, да, долгие периоды нет. Поэтому вы просто сразу отмахиваетесь. А смотреть надо исторически. Исторически было много случаев, когда мы были союзниками, мы, державы, и слово «мы», которое я так не люблю, приходится иногда употреблять. Мы люди чаще. И первым, кто, между прочим, поверх границ обратился к миру с благотворительными целями, был Лев Николаевич Толстой по поводу как раз голода XIX века. Это первый случай, как я понимаю, русской международной благотворительности, когда не государство и не просто скинувшееся земство, а мир
помогал. Что это, вражда, дружба, или это описывается вообще в других категориях? Человечность. Поэтому эта схема, когда мы всегда с кем-то враждуем, или все враждуют всегда с нами. Ну, чушь собачья. Значит, всегда. Ну, что такое всегда? Континентальная блокада, мы ее поддерживали или нет, когда был Александр I? Вы автор книжки про Александра Первого, вам и лучше знать. Ну вот мы поддерживали, потому что эта политика была антинаполеоновская. Потом, наоборот, не поддерживали. Деньги падали, падали. Ну и что? Ну это мировая политика, она так устроена. Франко-русский союз был. Помешало это Антанте. В одном случае Антанта – враг в Крымской войне, в другом случае Антанта – союзник Российской империи в войне Первой мировой. Потом опять враги. Люди, которые нам описывают историю как бесконечный набор констант, англичанка гадит, Франция колеблется, Германия нападает. Я уж не знаю, что там про Россию нужно говорить. Россия чего? Встает с колен все время. У него ноги трясутся, никак встать не может. Но это бред сивой кобылы, потому что это антиисторично. Так не бывает. Хорошо. Есть хотя бы одна причина, которую вы понимаете, почему в прокате этого фильма, который касается событий 100-летней давности, вам отказали? Ну, у меня гипотеза такая. Поскольку фильм для публики был показан 30 октября, а 1 ноября была отозвана лицензия на основании того, что поступили многочисленные жалобы. За сутки, за ночь успели поступить многочисленные жалобы с трудящихся. Я думаю, что кто-то настучал. У меня есть гипотеза насчет наших друзей-документалистов, которые снимали фильм про голод только с другой точки зрения, про то, что ЧК спасала, а вовсе даже никакие не американцы. Ну, обвинить их в чем-нибудь я не могу, потому что у меня нет никаких данных. Но кто-нибудь настучал. То есть это чистая конкуренция и никакой политики? Давайте так. Когда мы снимали, в одних регионах нам мешали, и ясно, что это было местное ЧК. В других регионах нам помогали. Помогало ли местное ЧК? Нет, я не знаю, я с ними не разговаривал. Это не было каким-нибудь большим федеральным решением. Но на каждом местном уровне спецслужбы принимали решение, помогать или мешать. Это зависит от того, как они воспринимают свою историю, историю общества и вписывают себя в эту историю. Есть те, кто считает, что есть отдельная история ЧК, и она должна быть историей страны. Ну, в случае Дмитриева, очевидным образом, его же гнобят не за что-то, а только за то, что он покусился на местную версию общей истории чекистскую. Поэтому я думаю, что если бы это хотело федеральное ФСБ, условное, да, чтобы нас закрыли, у нас бы каким-то образом исчезли исходники, мы бы не досняли ничего, мы досняли. Значит, это какая-то местная инициатива. Стук, стук, стук. Вы сейчас почувствовали, что ОГПУ, ВЧК, КГБ, нет, МГБ, КГБ, ФСБ, что эти люди рассматривают историю своего ведомства как историю страны и считают ее неотделимой от него? Это вы сейчас поняли? Или это все время чувствовалось, в том числе и в 90-е, когда казалось бы, что был небольшой разрыв? Ну, несомненно, у них повышенная семиотическая культура. Они любят знаки, они считывают знаки, они привносят знаки туда, где этих знаков отродясь не бывало. Поэтому, конечно, у них есть своя версия национальной истории, и они очень ревниво относятся к тому, что кто-то на эту национальную версию истории покушается. Сейчас у них реванш? Ну, вообще не только у них, но в целом страна в стадии реванша. Были революционные процессы. После революционных процессов у нас что наступает? Реакция. После реакции реставрация. После реставрации реванш. Это последняя финальная стадия, она может длиться довольно долго, но это последняя стадия большого революционного цикла. Все, кто имеет возможность нажать на реваншистские рычаги, на них нажимают. Ну, почему спецслужбы не будут нажимать, если нажимают партии, если нажимают администраторы, если нажимают культурные деятели? Все в стадии впали в маразм реванша. В какой момент в России появилась эта традиция для людей, не согласных с текущей властью, уезжать, быть выдавленными и быть вычеркнутыми из этой текущей истории? Ну, как кто-то писал, кто-то из эмигрантов 20 века. То есть Пушкин-то еще не мог? Ну, Пушкин мечтал быть эмигрантом. Мечтать не значит уехать.
Он пробовал, но не вышло, сорвалось. Да. А второй раз попытка была уехать в Китай, когда его отец Акинф Бичурин звал в русскую духовную миссию в командировку. И он просился, его просто не пустили. Отсюда там стихи про Китай. Вообще был бы сюжет, если бы Пушкин съездил в Китай, влюбился бы в китаянку, у него появились бы китайские дети, которые остались бы до сегодняшнего дня. Ох, как бы мы сейчас с Китаем дружили. И мы бы сейчас делали такие сериалы, вместо того, чтобы идти на фронт. Так что традиция была, Скорбского. В нормальном демократическом обществе иммиграция не нужна. Она бывает штучной, когда человек просто хочет заявить о себе, что я разрываю с этим государством, видеть его не хочу. Уезжает Гойко Митич, был такой ГДРовский актер, который индейцев играл, убежал из Америки. Он эмигрировал. Почему? Потому что. Или более серьезный пример Чаплин эмигрирует из Америки. Когда? В тот момент, когда Америка начинает скатываться в тоталитарное пространство, когда маккартизм доводит дело до того, что великий Чаплин должен уезжать. В нормальной ситуации миграция невозможна. Просто потому, что ты садишься, уезжаешь насколько хочешь, приезжаешь, когда желаешь, опять уезжаешь насколько хочешь. Эмиграция – это когда ты вынужден разрывать отношения и уезжать безвозвратно. Или возвратно твой отложен на долгие-долгие годы. Поэтому, когда сложился тоталитаризм как норма общественной жизни, тогда появилась эмиграция. Мы, конечно, тоталитаризмом зря называем тот же 19 век. Это не тоталитаризм, но это жесткий авторитаризм. Герцену не нужно было бы становиться эмигрантом, если бы режим выдавал паспорта и пускал бы обратно. Не казнил бы за слова, не преследовал бы, как Короленко, который не эмигрировал, но вообще мог бы вполне 6 лет без единого приговора. Сейчас люди эмигрируют, а не просто уезжают. Потому что мы радовались в 90-е годы. Я не называл эмиграцию 90-х эмиграцией. Просто потому что какая мне разница? Человек уехал, захочет – вернется, не захочет – не вернется. Расставание перестало быть расставанием навсегда. Хотя по факту жизненному я мог никогда с этим человеком больше не видеться, но у меня была возможность, и у него была возможность увидеться со мной. Сейчас это эмиграция. И это привычка, которая возвращает нас к простому вопросу. Не хотите эмиграции, не допускайте тоталитаризма. Петерим Сорокин, один из важных героев фильма «Голод», социолог, выдающийся совершенно, он уехал. Почему он уехал? И он сделал огромную карьеру, на самом деле, в Штатах. Когда мы говорим про философский пароход, тоже 100 лет, теперь уже чуть больше, чем 100 лет назад, мы очень гордимся тем, кто уехали, мы называем их страдальцами, мы совершенно согласны с тем, что они страдальцы, но там уехали разные люди, уехали люди типа Ильина, мужественные, но фашизоидные, и уехали люди типа того же Петерима. Почти никто, парадокс, не сделал большой международной карьеры. Они сохраняли преемственность, ждали, когда советская власть рухнет, но большую мировую карьеру сделал, просто можно на пальцах одной руки пересчитать. Петерим – это исключение из правил. Мы сегодня говорили о глубинном народе. Это глубинный народ, потому что он не из элиты. Он из самого, что называется, настоящего, народного, рабоче-крестьянского, даже скорее крестьянского, чем рабочего низа. Папа алкоголик, мама страдала, потому что папа то зарабатывал, то не зарабатывал. Не смог сдать экзамены в университет сначала, потому что не было дипломов. Человек сделал себя сам, Ломоносов. Он уезжал не для того, чтобы тосковать по той России, которую мы потеряли, потому что он знал, какова цена этой России. А он уезжал для того, чтобы стать Петеримом Сорокиным в личном качестве. И нам с вами, к сожалению, особенно гордиться нечем. Это американский исследователь, американский социолог, американский ученый, русский по происхождению. Знаете, как теперь пишут на картинах, Российская империя, но национальность по месту рождения. Он вместе с Иваном Павловым исследовал голод. Тот как физиолог, этот как социолог. Но должен сказать, что он не выдержал реального взгляда на голод. Одно дело заниматься теоретически, научно, а другое дело, когда ты выходишь на поле и видишь, что поле пустое, там ни одного человека, и трупы сложены в доме, который охраняет, чтобы не растащили. Растащили, понятно, зачем. Он сорвал эту экспедицию, он не смог выдержать. Я думаю, что это было точкой разрыва с его родиной. Потому что у кого родина, так это у него. Но эту родину он как-то не очень полюбил. Потому что родина не очень его полюбила. Как
какова траектория мигранта, если можно так сказать, правильного? Это уехать и попытаться стать французом, американцем, англичанином, неважно. Или это уехать и стараться сохранить свою русскость, мало ли, когда-нибудь еще придется вернуться? Ну, если мы берем первую волну, то, конечно, большинство поначалу ожидало, когда же эта власть рухнет? Сейчас вот она рухнет, и мы тут вернемся. Нам надо сохранить себя. Вот мы вернемся, и мы в том же качестве, как русские литературоведы, психологи, биологи, пригодимся. Нет. То есть это сразу понятно, что напрасное ожидание? Вот возведенный в степень, да. При этом мы можем сказать, что те, кто работал на это сохранение памяти, сохранение этнокультурной, извините, такие страшные слова, особенности, они не лгали, потому что они делали честно. Они рассчитывали, что так будет. Но когда не случилось, значит, не случилось. Если бы по отчаянию мне пришлось в молодости уезжать, то я бы, наверное, постарался бы стать, сохранив что-то в себе от прежнего, но стать новым. То есть вписаться в общность новую, национальную, культурную. Бывают русские французы, бывают. То есть это скорее траектория Бродского? Это скорее траектория Бродского или Петерима Сорокина. Петерима все-таки более радикальная. Но точно, что не траектория Бердяева, который достиг успеха. Достиг очень большого. Если кого и цитировали, то это его книжку про русский коммунизм. Но это Бердяев. Это не Кант. Вот есть великий русский философ Кожев, поздний гегельянец. В России его знают философы, но мало кто за пределами философов. А вообще говоря, в мире, если кого цитируют, то цитируют его. Бердяева, наверное, до сих пор цитируют, но все менее охотно, потому что это русская духовность. Это вот для внутреннего пользования. Кропоткин цитирует. Кропоткин – это интернационально. Это если мы спрашиваем, какие идеи породили международные движения, то, конечно, это анархизм. Опять, близко или не близко, это вопрос 125-й. Породил. И это другой путь. Это не Петерим Сорокин, который эмигрирует для того, чтобы выбрать себе судьбу, а это путь человека, который основал новое движение. Если мы про Кропоткина. Уехал для того, чтобы объединить вокруг себя новых и новых последователей. Но мне кажется, что правильный путь – это путь, если ты уехал, то и именно уехал, не перебрался поработать, а уехал, то уехать с тем, чтобы стать частью нового мира, сохранив какие-то свои черты и преемства. В этом смысле, раз уж мы говорили об Ахматовой, я все время думаю, когда возвращалась Цветаева, помимо личной, очень сложной истории, за кем она ехала и ради кого она возвращалась, не было ли это возвращением в том числе за правом называть себя русским поэтом в своей стране? Во-первых, она имела право называть себя русским поэтом в мире. Расстояние, версты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по каким-то там концам земли. А во-вторых, возвращение было абсолютно вынужденным. Могла бы не вернуться, не вернулась бы. Думаете? Конечно. Куда ей было возвращаться в ту страну, про которую она все прекрасно понимала? Согласные буквы? Да. Она же не была человеком иллюзий, она была человеком романтических порывов. Это другое. Но она не была человеком иллюзий, она не была политически никак и мыслящей. Она все понимала про советскую власть. Она все понимала про Сталина. Она все понимала про то, куда она едет и еще детей везет. Но муж ей не оставил выбора. Тюрьма там или, может быть, тюрьма, может быть, свобода здесь. Все-таки одно дело, когда поэт хочет на родину. И хочет на родину языковую. В ту среду, живую, обитание, где человек формировался. И это про Цветаеву. Другое дело, когда человек хочет политически вернуться, географически вернуться. Это не про нее. Она все прекрасно понимала. И если бы могла, говорить могла все, что угодно. Если бы у нее был свободный выбор, я надеюсь, по крайней мере, что она приняла бы решение остаться. Вы говорите про Ахматову. Да, великая материковая, великая эмигрантская. Но ведь не было здесь никаких отношений, когда приехала. Никакой связи. Это драма двух очень разных и очень страстных. Одна такая хладновато-страстная, другая демонстративно-страстная. Великих поэтесс, теперь можно говорить поэтесса?
Пусть это будет на вашей совести. Хорошо, совесть моя и так запятнана много. А почему Бродский не вернулся, как думаете? В истории русской миграции XX века был очень важный, неприятный эпизод, когда началось завершение войны. Маклаков, бывший посол во Франции, который занимался здесь много чем хорошим для миграции, сделал очень многое, в феврале 1945 года посетил советское посольство и произнес речь перед послом о том, что русская миграция готова быть патриотически с побеждающим Советским Союзом, но она должна выполнить свою главную миссию, а это миссия соблюдения прав человека. Посол сначала начал с ним вести игру в кошки-мышки. Ну, разумеется, советское посольство использовало это как пропагандистский ход. Начали заманивать иммигрантов. Кого похищали, а кого и уговаривали, кому выдавали советский паспорт, и люди уезжали, и там попадали в ловушку. Маклаков ничего плохого не имел в виду, но что было сделано, то было сделано. Он потом оправдывался, он все, как только понял, что его обманули, сдал назад. И вокруг Бунина начались пляски. Иван Алексеевич, ну, вы великий, давайте мы будем вас издавать. И он записывает в связи с какими-то разговорами о возвращении. А зачем возвращаться? Увидеть прах всего, что было живо, женщин, с которыми когда-то... Бродский почти то же самое написал. Я думаю, что это общий мотив. Не хочу видеть прах того, что было красотой. Это не политические соображения. Я думаю, что... Хотя кто его знает, какие... Мы всегда расписываемся за великих людей очень легко. Но то, что, несомненно, мотив этот был. Но при этом куча людей, писателей, поэтов, диссидентов вернулась. Почему их опыт не был ни услышан, ни воспринят, ни принят, ни полезным? Ну, поначалу все было ничего. Весна 1987 года, когда в газете «Московские новости» появилось письмо 10, Юрий Петрович Любимов, ну и многие другие, Буковский, кто-то еще. Это вот самое начало перестройки. Иммиграция выступает в «Нью-Йорк Таймс» и в «Фигаро» с таким призывом, адресованным Горбачеву. Вы начали перемены, но эти перемены недостаточны, если не будут соединены два берега русской жизни. Докажите, что вы готовы к реальным переменам, к реальной демократизации тем, что откроете двери с востока на запад и с запада на восток. И откройте нам путь к вам, а вы приезжайте к нам. Иммиграция поставила условия, а внутреннее гражданское общество сочло это вызовом Горбачева, на который может последовать ответ: а мы сейчас все закроем. Поэтому возмутились этим письмом. Еще в 1987 году умер Вика Некрасов. И Политбюро рассматривало вопрос, можно ли опубликовать некролог. Это осень 1987 года, в разгар Горбачева. Да? То есть уже умер Марченко и уже освобождены диссиденты из советских тюрем. Да. Сахаров у нас вот-вот, значит, или уже. Потом Копенгагенская встреча. И после этого барьер фактически можно считать завершенным. И после этого начинаются приезды тех, кто готов. Их встречают очень хорошо. Чем больше гнобили 5 лет назад, год, полгода, тем ярче речи приветственные. И так продолжается до середины, наверное, 90-х. Вот эти 7-8 лет – это очень хороший отклик. Буковский здесь бывает, его привечают. Солженицын говорит, что он приедет, как только сможет закончить «Красное колесо» и убедиться, что перестройка завершилась настоящими переменами. А потом потихонечку начинают закручиваться гаечки опять. Дверцы не то что закрываются, а можно ведь не закрывать двери, а можно оставить узкий проход, чтобы пролезли не все. Например, Буковский первым понял, что он со своим большим политическим телом в эту щелочку уже не может проникнуть. Он хлопнул дверью, когда его не пустили на выборы, он собирался мэром быть. И эти 7-8 лет были романтическим периодом. В это же время становилось на ноги общество «Мемориал», одна из задач которого – память о прошлом, но и преодоление барьера границ в настоящем. Этот период, который казался периодом начала создания новой легенды, общественной легенды о диссидентах как героях. А потом потихонечку, как-то полигонечку. Во-первых, раскол в самих диссидентских кругах, когда после 1993 года часть приняла восстание Белого дома, часть осудила, соответственно, подавление этого восстания, часть, наоборот, встала на сторону Ельцина.
вовлеченность в события актуальные часто чревата разочарованием. А потом начали возвращаться спецслужбы в жизнь большую политическую. И это тоже неизбежно. Это началось не при Путине. Это началось при Ельцине. Когда вы начинаете войну, вы, мы, они. Вы, не мы, они. Неизбежно делаем ставку на кого? На людей в погонах. Ну, так по-другому не бывает. Чтобы пострелять по Белому дому, я сторонник того, чтобы стреляли чушками по Белому дому, потому что уже ситуация была запущена до края. И я против того, чтобы доводить. Но если уже довели, к сожалению, приходится иногда останавливать. Но результат понятен. Это опора на людей в погонах. И с этого момента начинается та самая конкуренция двух исторических мифов, мифов чекистского и мифа античекистского, которые часто заводят в тупик. И нас завело. Но люди, которые прошли систему ГУЛАГа и которые могли рассказать о том, как уверенно себя чувствуют спецслужбы в политических репрессиях, их голос был слышен совсем немногому количеству людей. Тот же Рогинский объяснял это так. Но в Восточной Европе было придумать удобную модель, которая для массового сознания приемлема. Мы были нормальными, потом пришли какие-то плохие и заставили нас быть ненормальными. Как только плохие ушли, мы опять стали нормальными. Так массовое сознание готово принять историю про ужас. А в Советском Союзе все были всеми. Жертвы и палачи перемешались. Потомки жертв связаны с потомками палачей. Я помню, когда-то Ирина Прохорова организовывала поездку Додинского театра в Норильск с жизнью и судьбой. Город Норильск, понятно, да? С одной стороны сидевшие, потомки сидевших, с другой стороны потомки охранявших. Потомки охранявших. И третья небольшая часть – это комсомольцы, приехавшие после всего на стройки и оставшиеся здесь жить и родившие детей. То есть город как минимум на 3 части расколот. А вам предлагают посмотреть на то, как сталинизм и фашизм похожи. Собственно говоря, это один из главных мотивов романа «Жизнь и судьба». И, конечно, все боялись, что все расколется, город восстанет. Но нет, вы знаете, во-первых, потому что были дискуссии организованы, проговаривать начали. Не только показывать и смотреть, но и проговаривать. И людям дали выход из молчания, в которое они сами себя погрузили. И это была очень важная работа проделана. Сама по себе память о прошлом, о трагическом, об ужасном прошлом не формируется. Да, бывают адаптации, и то, что мы видим в Восточной Европе, это чаще адаптация к массовому сознанию. А в России этой адаптации быть не может в силу ее устройства. И тогда надо проговаривать. Не дискуссии по телевизору, где спорят какие-нибудь правые, левые, черные, белые, хорошие, плохие, а разговор здесь и сейчас, в городе, с теми, кто посмотрел этот спектакль, вокруг него спектакль. То есть получается, что у людей, которые так или иначе противостояли власти, преемственности никакой не случилось. А у людей, которые их подавляли, случилась фантастическая преемственность, стойкость и только наращивание силы. Ну, потому что они солидарны и прагматичны. А диссиденты, у них что, кроме памяти? Ну, кто сделал из них политическую карьеру в новое время? Сделал Сергей Адамович Ковалев. Он был депутатом Госдумы, он был омбудсменом по правам человека, но большой власти у него не было. Сахаров. Сахаров, несомненно, ярчайшая звезда на небосклоне. Его вынуждены уважать даже те, кто не принимает его позицию, потому что физик по-настоящему грандиозный. И та самая слава русского оружия, извините за выражение, по которой все принято гордиться, это ведь и он. Я помню, как мы снимали дачу в какой-то офицерской семье физиков, военных физиков. И муж и жена, такие старые, настоящие сталинисты, говорили, ну вот Сахаров, ну как он мог? Это жена еврейка его соблазнила. Вот. Они в голове не могло уложиться, как вот так. Они же не могут сказать, что он не великий физик. Великий. И кто еще? Ну, Бахмин, который был заместителем министра иностранных дел по гуманитарным вопросам короткое время. Все. Я не представляю, кто еще? И это не про иммигрантов, это про тех, кто жил здесь, продолжал. Ни в церковной жизни, ни церковные диссиденты не пригодились. Отец Глеб Якунин был депутатом Госдумы, которого крестом, сорвав его на цепи, размахивал Жириновский и пытался прибить. Но это что, большая карьера? Нет, в церковной жизни не пригодился. Нет. Простоты мифа не было.
Нельзя было сказать, что были плохие, пришли, сделали нас плохими, потом они ушли, мы стали опять хорошими. Ну, какую можно было построить модель? Мы были плохими, потому что жизнь была такая, а потом пришли диссиденты, сделали нас хорошими, и мы остались хорошими. Но эта схема не работает, она фальшивая насквозь, она лживая. А с ложью правда не дружит. В итоге тот же Рогинский сказал, какой путь? Жить и помнить. То есть собирать память. Но мы видим, что плечом к плечу, встав в строй, люди в погонах сумели защитить и себя, и всех нас от этого поиска правды. Жить, пожалуйста, а помнить, как мы скажем. Ну, значит, это не кончилось, значит, придется еще раз вернуться к этому, когда жизнь переменится. Она переменится. Одно из немногих мест в России, где показывали голод, был Ельцин-центр. Вы там часто бываете, выступаете и любите это место. Почему? Ну, во-первых, потому что там вот люди, которых я люблю. Элита без меня обойдется. Они сами сообразят. Люди, с которыми надо каждую мелочь обсуждать, нет общего языка, тоже без меня обойдутся, потому что они найдут с кем поссориться. Я для этого не нужен. А люди, которые размышляют, и которые размышляют встречно, и которым нужно просто как магнит-напылитель предъявить меня, которые сами напылятся, потому что они положительно заряжены, это самое существенное. И это меня насыщает, и мне кажется, для них это очень важно. Особенно вот последний год я понимаю, что уехало такое количество людей, что конкурентов, что называется, не осталось. Одно дело, когда приезжаю я, и приезжает условный Антон Долин. И понятно, что Антон Долин будет собирать гораздо больше аудитории. Когда остался один мне достается аудитория и Антона Долина тоже. Но есть вещи, помимо чисто вот таких формальных и объективных, субъективные. И это взаимная подпитка. Мы живем в ужасном мире. Надежды на то, что мы из этого тупика быстро выйдем, и сколько-нибудь быстро. Нет, такой надежды нет. Но я живу, и на земле моей кому-нибудь любезно бытие. При жизни вы к Ельцину как относились? Хорошо. С благодарностью. Горбачеву тоже с благодарностью. А Ельцину за что? Он чуть-чуть любил страну больше, чем себя. Вот чуть-чуть. Себя очень любил, но страну чуть-чуть больше. И опять, я реалист. Если бы был не Ельцин, а кто-нибудь другой, ситуация была бы гораздо хуже. Почему так думаете? Ну, представим себе, что Геннадий Андреевич Зюганов хотел бы выиграть выборы 96-го года и выиграл бы их. Он просто не хотел. Подождите, то есть вы думаете, что все вот эти вот технологические манипуляции, пиар, заговоры, куча денег, потраченных на эту кампанию, это не сыграло никакой роли? И если бы Геннадий Андреевич Зюганов хотел выиграть... А почему никакой? Почему сразу либо сыграли, либо никакой? Сыграли. Большую. Не единственную. Но главная причина, как мне кажется, того, что Ельцин выиграл в 96 году, Геннадий Андреевич не очень хотел выиграть. Лебедь не мог выиграть, потому что генералы не часто выигрывают выборы, а если выигрывают, то должны быть великие генералы. А это просто был генерал. Мог быть комплот объединения Зюганова с Лебедем? Вполне. Вполне. Ну, вряд ли бы Лебедь, у которого посаженная и репрессированная семья, объединялся бы с коммунистом. Слушайте, там сидит Олег Смолин в партии КПРФ. И вполне себе с памятью семейной. Ну, это политика. Я не мог бы, вы бы, наверное, тоже не смогли, но мы и не там. Слава тебе, Господи, благодарю тебя за то, что я не там. Вариант. Зюганов проявляет волю. Выигрывает он или нет? Мне кажется, выигрывает. Что хорошего для вас лично сделал Ельцин? Он удержал до поры до времени переходный период, без большой войны тогда, с войной, но без большой войны. Это уже за это спасибо. Не спасибо за чеченскую кампанию, потому что кончилось все ужасно. Но война могла быть югославского масштаба, не чеченского. Он создал рынок, к которому я отношусь хорошо. Да, понятно, какого качества этот рынок. Но даже самый ужасный первоначальный рынок периода накопления лучше отсутствия рынка. Он не попытался сохранить власть навсегда. Он ушел. Вопрос, вы меня сейчас спросите, кому он передал, это другой вопрос. Вопрос преемственности неприятный. Но он ушел. Вы меня спрашиваете, что он для меня сделал? Он для меня ушел. Он, наконец, попросил прощения. Я не сентиментальный человек, но я считаю принципиально политическим важным жестом признание своей вины.
Но он же не сформулировал, за что. За все, что не сделал. За все, что не сделал? Да. Можно ли простить ему то, что он сделал, а именно Чеченскую войну? Если уж тогда считать, что если бы, то нельзя было доводить до октябрьского бунта в Москве в 1993 году. Надо было либо идти на компромисс с Думой и уходить Думе и президенту в 1992-м, либо уходить после 1993 года. Но сам момент 93-го уже был после того, как мы не распустили... Вы помните, я не знаю, видели ли вы на Васильевском спуске гигантские толпы людей? По телевизору показывали. Ну, я там бывал. Это реальные толпы людей, это не согнанные. Это были мы. Те, кто считал, что демократия нужна безусловно и безоговорочно. И распускать Думу нужно было в мае, не было бы катастрофы. То есть политические ошибки одна за другой. Отсюда проистекает ошибка с началом войны в 1994 году, первой чеченской, потому что лучше отрезать территорию, чем воевать. Минус – это тоже арифметическое действие. Мы почему-то все время мыслим плюсом и умножением, а деление и минусование – это тоже очень важные, в том числе политические решения. Да, считаю, готов ли я простить. Я не имею права прощать или не прощать, потому что прощать или не прощать должны те семьи русские, чеченские, которые оказались разделенными на поле боя фактически. Вот пусть они принимают решение, готовы ли они принять или не принять. Я в целом оцениваю ельцинский путь скорее как положительный, чем как отрицательный. Но прощать не мое право. А в 93-м году вы тоже там были? У Белого дома? Да. А вы за кого были? Я был за Ельцина. Посмотрите на меня. Похож я на человека, который был бы за Баркашовым. Многие из тех, кто были против, были не за Баркашова, а против насилия. Это было после того, как насилие совершено. Но Останкино штурмовал не Ельцин. Еще раз. Это ужас. То, что происходило в октябре 1993 года, с какой стороны ни посмотри. Вопрос, можно ли до этого не доводить. С моей точки зрения, можно было до этого не доводить. Но если это началось, ты сначала обязан подавить, а потом разбираться. Поэтому в момент, когда это началось, предполагает насилие. Выход из тупика через взаимное самоограничение. То есть можно было уходить, принимать новую конституцию и уходить обеими ветвями власти. Я так понимаю, что вы с собой из дома сюда привезли, чтобы было постоянно Пушкина. Ну да. Я очень люблю этот десятитомник с детства. Он этот так называемый синий. Пушкин самый главный ваш собеседник, поэт, писатель. Собеседник главный тот, с кем ты разговариваешь в данную минуту. Вот сейчас вы главный собеседник. Мне приятно быть рядом с Пушкиным. Да, и с Пушкиным тоже. В ту секунду, когда я его читаю, он собеседник. Я просто читаю его чаще, чем других. Почему? Первая моя книжка в детстве, которую я помню, это стихи Пушкина. Такая с темно-синей обложкой. Там не стихи, сказки, которые прочел сам. И это все-таки дорого стоит, когда ты первый раз прочел сам. Как говорил один мой начальник, так склалось. Потом хорошие стихи. Сейчас вы читаете больше стихи Пушкина или больше прозу? Но вот только что перечитал благодаря Александру Долинину «Путешествие в Арзрум». И это недооцененная, конечно, проза. Документальная, как мы сказали, нон-фикшн. Но на самом деле фикшн. Мне, кстати, всегда казалось, что «Путешествие в Арзрум» – это важное антивоенное высказывание. Скорее преодоление своей тяги к войне. Потому что Пушкин, как мальчик своего поколения, имел тягу к настоящей большой войне. И как не воевавший мальчик, имел эту тягу слишком сильно. Да? Мальчик, который попал на поле боя, знает, что такое поле боя изнутри. Когда снаружи летят, свистят ядра, а когда ты можешь под это ядро попасть. Вообще жизнь была более короткой, а смерть была более ужасной в то время. Что такое ядро, попавшее, разорвавшее часть тела, и человек еще живет после этого. Что такое гнойная хирургия того времени, лучше не знать.
И что такое операция на поле боя, когда тебе отпиливают ногу, палку в зубы, стакан водки в глотку. Вот. Так что ему предстояло это открыть, и он открыл. Ну, на излете жизни. 35-й, да, 36-й. Мы все время с вами занимаемся рифмами, но, тем не менее, не кажется ли вам, что поколение, которое начало эту войну, это тоже поколение мальчиков, которые не участвовали в силу возраста в той войне, в которой сражались, были ранены и даже, возможно, погибали их родители? А каких мальчиков мы имеем в виду? Послевоенных годов рождения, 50-х. Нет, мы имеем в виду, кто начал. Начал кто? Конкретные люди или система в целом? Конкретные люди, которые часть системы. Просто разные ходят слухи о том, кто это начинал. И мне кажется, что это Россия ввела войска. Я не про Россию, я про конкретных людей. Во главе страны Путин. Но Путин, мне кажется, вообще не про романтику, а про политику. Так получилось, что с самого начала Путин и война – это рифма. С чеченской он вошел в эту игру, и украинская, видимо, выйдет из этой игры. Потому что война претендует на статус вечный. И всякий раз, когда беда внутренняя назревала, происходила война, и все рассасывалось. Я не думаю, что это можно описывать в категориях не воевавших, воевавших. Это категория другая. Это категория политики, не политики. Путин политик, Пушкин не политик. Поэтому рифма не получившаяся, слабая рифма. Принято. Один из важных людей в вашей жизни – это Дмитрий Борисович Зимин. Как вы познакомились и какое по-настоящему влияние он на вас оказал? Дмитрий Борисович сам меня разыскал, когда задумал премию «Просветитель». Имя еще премии не было придумано, но он точно понимал, что у него есть деньги, есть свободное время, и он хочет заниматься тем, что ему нравится. А что ему нравится? Наука. Просто науку финансировать есть конкуренты. Более того, к этому времени он уже финансировал фонд «Династия», был тогда еще не иностранный агент и не был закрыт. Все уже реализовано. Но хочется, чтобы рациональное знание распространялось вширь. И он бродил около этой идеи, при том, что если вы заходили тогда в книжные магазины, вы видели, что никакой научно-популярной литературы, кроме переводной, а переводит кто? Фонд «Династия». А «Династия» – это кто? Зимин. Нету. Перельман, в лучшем случае, может быть. НЛО? НЛО – это все-таки популярно изложенные научные концепции. Угу. Тогда. Это разные вещи. Очень просто объяснить. Я пишу научно-популярную книжку. Я специалист, условно скажем, в истории XIX века. Я рассказываю не для историков XIX века, а для тех, кто специально не занимается этой историей. О чем? О том, что наука думает про это здесь и сейчас. Очень легко. Монография – это про то, как я исследую. И я не монография знаю, – это научный труд, а научпоп – это… Самая замечательно написанная монография резко отличается от самой скучной научно-популярной книжки тем, что одно для своих, а другое для всех. Как когда-то посадили Буковского, его вызвал на собеседование Пахан и спросил: «Вова, рассказывай, за что сидишь, что сделал?» Тот честно рассказал, потому что он же в уголовном лагере сидел. Пахан послушал, значит так, братва, Вову не обижаем. Вова правильный. Мы все сидим за свое, а Вова за общее. Научпоп – это за общее, а наука – это за свое. Позвал он меня в ресторан «Пушкин», как сейчас помню, ели мы пирожки. Вполне себе русские, хотя Зимин был интернационалист. И поговорили мы про эту премию, поняли, что чутье его, скорее всего, не обманывает. У него было предчувствие, что скоро появится научно-популярная литература, а премию надо запускать вот сейчас. Пока запустим, а научпоп появится. Мы запустили. В первый год мы набрали 5 книжек. И уже на следующий год было 10-2 книжек, а потом за 100. И все нарастало. То есть он запустил машину. Замотивировал рынок на перемены, на рациональный разговор. Хотя все чаще звучал мотив разочарования и катастрофы. Потому что он боролся за рациональное знание, а иррациональное... Я сейчас не про религию. Я про нестыковки, когда мир хтонически, как в античном мифе, подчиняется каким-то непонятным богам, эти боги влияют на нас помимо разума. Он чувствовал надвигающийся ужас, надвигающуюся катастрофу. Про это говорил, только про это говорил последние годы. И мракобесие, опять не про религиозное, хотя про религиозное он тоже мог бы вполне себе жестко сказать. В целом мракобесие. Для него с деградацией общественной были близнецы-братья. И про то бессилие просветительства, которое он обнаружил, он говорил довольно часто. Повлиял ли он на меня? Как
как человек, вне всякого сомнения, как может такой масштабный, по-своему верующий не в Бога, а верующий в какие... Ну, как-то собью сам себя. Он меня как-то спросил, а что такое вера? Вот это как? Опиши мне, пожалуйста. Вот как это? На что это похоже? Ну, я единственное, что мог сказать, Дмитрий Борисович, это что-то похоже на совесть. Где орган, регулирующий совесть, мы не знаем. Но точно знаем, что у каждого голос совести просыпается. Откуда берется, не ведаем. Куда ведет, не знаем. Но куда-то ведет. Ну, может быть, сказал он. Вот. Влиял он на меня, конечно, вот этой своей верой в науку и честностью в том, что она не спасает. А зачем тогда все? Это вопрос, касающийся не только Дмитрия Борисовича и не только нашего разговора. В целом, зачем все? Это как в анекдоте. Боже, зачем была эта жизнь? Ну, как зачем? Ты помнишь, открылось окно, чья-то рука протянула тебе цветок. Ты цветок понюхал и был поражен этим запахом. Да, ну вот. Но целая плеяда людей, и Дмитрий Борисович, наверное, во главе этой плеяды, занималась тем, что много лет подряд тратила большое количество усилий и денег на вот это самое просвещение, которым планировалось как-то все преобразовать. И вы говорите, что в последние годы своей жизни Дмитрий Борисович понимал о том, что все бессмысленно. Это он сомневался, как всякий великий человек. Он сомневается, он сделал слишком много, чтобы увидеть результаты. И когда ты не видишь результатов, ты сомневаешься, а правильно ли я двигался. Мне кажется, он двигался правильно. Последний наш разговор был на Кипре, поскольку он жил последний год на Кипре, и премия вручалась, последняя его прижизненная там. Он сказал, как вот ты думаешь, это я заслужил, что я сейчас здесь в раю, а они там в аду? Или это случайность? Что вы ответили? Я сказал, это заслуженно. И поэтому мне кажется, что жизнь не прожита была им зря. Мы точно знаем, что рациональные знания не всеобщие. Мы точно знаем, что культура не может изменить жизнь. Но если бы этого не было, было бы гораздо хуже. Мы точно знаем, что люди могут... Без культуры, без книжек можно обойтись. Можно обойтись без театров, можно обойтись без выставок. Но без культуры, которая производится в семье, культура отношений, культура любви, культура ненависти, культура ограничений, которые производит религия, культура преодоления этих ограничений, которые производит светский выбор. Мы все время нарушаем, мы все время ставим себе задачи, и все время с ними не справляемся, все время нарушаем, и опять ставим эти все задачи. Это очень важно. Потому что за время пути собачка могла подрасти. Задача культуры и научно-популярной культуры в том числе, это в том, чтобы собачка могла подрасти. Результатом является не какие-то общественные события, а результатом является сам человек, его изменения, его рост, его личность, его «я». Мы все время привыкли считать на десятки, на тысячи, на миллионы. Давайте считать до единицы, научимся считать до одного. Вот на конкретных десятки, сотни, тысячи, миллионы, на конкретных единиц, конкретных людей повлияла некоторые формы знания. Мы что-то узнали про этот мир. И эти перемены в человеке, в его личности, и есть суть, и есть значение, и есть задача. Туалет внутри дома, а не на улице – это часть этого знания или это параллельная реальность? Это параллельная реальность, которая на самом деле все-таки каким-то образом выходит на эту реальность, нашу бытовую. Если ты не можешь позволить себе туалет, но очень хочешь, это одна история. Ты знаешь, что с туалетом лучше, что гигиена. Между прочим, вы зря смеетесь, потому что вот когда мы читаем Чехова «Остров Сахалин», собственно говоря, это описание ада. Такое суховатое, скучноватое, подчеркнуто скучноватое описание настоящего ада. На этот остров можно попасть, и невозможно из него выбраться. Что остается как рецепт, как способ выправления этого мира? Как вы думаете, что он дает? Гигиена. Неожиданный ответ врача. Неожиданный. Так же, как у Пушкина, который отказался от идеи бесконечной глобальной войны, в том же «Путешествии в Варзрум». Что может остановить войны? Распространение знания, в данном случае религиозного, он был сторонником прозелитизма, а второе – роскошь. Привычка к роскоши, привычка к удобству. И это тоже останавливает агрессию. Агрессию останавливает не только высокие слова, не только пафосные поучения, размахивание кулаком. Кулак – это как раз война. Кулак за спину. И давай поговорим про туалеты.
Красиво. Хотя, мне кажется, стремление к роскоши одних заставляет воевать других. Но Пушкин имел в виду под роскошью не восточные персидские гаремы и прочие радости евнухов. Другое. Роскошь – привычка к удобству. Привычка к удобству, бытовому распространенному удобству. Те, кто принимает решения, и те, кто в конечном итоге бенефициар войны, он ни в роскоши, ни в удобстве не теряет. Согласен. Мы сейчас про Пушкина и Чехова. Гигиена для властьпридержащих на острове Сахалин была, а для заключенных нет. У Пушкина Сираль роскошен, а быт обывателя восточного ужасен. Надо обывателя приучить к роскоши ежедневной. А что такое роскошь? Это вот тот же самый туалет, это гигиена, и это привычка к тому, что спать надо, постелив простынь, а желательно и одеяло отделить от тела, а подушку наволочкой. И это быт. Быт, который формирует человека. И тоже рационален. Вы когда здесь находитесь, вы себя свободнее чувствуете? Мне почему-то очень многие люди говорят, что я выезжаю и дышу. Я южанин. Здесь тепло. Я свободнее дышу, когда тепло. Но по существу все ограничения, какие у меня внутренние есть там, они остаются со мной здесь. И все преимущества свободы, которые у меня есть здесь, остаются со мной там. Проблема не в мире, не в пространстве, где ты находишься, а в тебе самом. Если ты разбираешься, то разбираешься с ними. А окружающее пространство, как, знаете, театральные декорации меняются. Знаете, как хороший современный театр с вращающимися декорациями. Только что было солнце, а теперь уже ночь. Но на фоне ночи и на фоне солнца ты остаешься самим собой. И проблема в тебе. У меня по вашим последним интервью сложилось такое ощущение, что вы как будто бы все время себе отвечаете на какие-то финальные такие вот вопросы, которые как будто апостол Петр вам уже задает. Ну, память смертная – это же про веру. Вообще религия же не про мораль, а про смерть. И про жизнь, которая заканчивается, и заканчивается куда. Поэтому странно было бы мне эти вопросы не задавать. Но сейчас они звучат у вас как-то особенно громко. То есть вы не стесняетесь их произносить. Ну, пора пришла. Много себя вините? Достаточно. Но, повторюсь, я против биения в грудь. Ну, грубо говоря, вы меня спросили, там, в чем я считаю себя виноватым. Я на ваш вопрос, конкретно заданный вопрос, конкретно отвечаю. А что я переживаю в глубинах метафизического своего сознания, я попридержу при себе. Милосердие или справедливость? Справедливость и милосердие к тем, кто будет наказан по справедливости. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что будет через год? Не знаю. Через 5? Через 5 будет тупик, из которого мы начнем искать выходы, но не в тех направлениях, которые мы предполагаем сейчас. Звучит загадочно. Ну, разгадайте.